I'm going to take a few minutes this morning Сегодня я уделю какое-то время, and talk to you a bit more about the kingdom of Satan. чтобы поговорить чуть больше о царстве дьявола. Yesterday, I just barely scratched the surface of what we need to know. Вчера я буквально только, знаете, чуть-чуть так по поверхности затронул. And I want to go much deeper into these ideas И today. я сегодня хочу все эти вещи намного подробнее рассмотреть. If you understand how the kingdom of Satan operates, Если вы понимаете, как функционирует царство дьявола, it will help you to know how to deal with the demons. понимание организации, структуры и действий царства дьявола поможет вам понимать, как действуют бесы. I remember when Pastor Dimitri started to build this beautiful complex. Я помню, когда пастор Дмитрий только начал строить это прекрасное здание. And I'm so excited to see this wonderful place to teach you now. И я очень рад тому, что есть такое замечательное место, где мы сейчас можем учиться. For some of you, it is the first time you have seen this building. Некоторые из вас только впервые попали в это здание. I can imagine what you thought when you first drove up outside. Я могу представить, что вы подумали, когда вы только подъехали к зданию. It's just a big building. Ну, большое здание. 4 walls, 4 стены. but you have no idea what's inside. Но вы же не представляете, что внутри. And then you walked inside. Потом вы зашли вовнутрь, And you saw that it had many different rooms. и вы увидели, что здесь много помещений. There was a kitchen Там кухня, там кафе, with people eating, люди кушают, bathrooms, туалет, offices, кабинеты, офисы, rooms in which people can meet. другие комнаты, где люди могут собираться. And then you came up the stairs Потом вы поднялись по ступенькам to see this beautiful sanctuary, и увидели это прекрасное святилище, video equipment, видеооборудование, lights, освещение, a beautiful stage. красивая сцена. So many things inside this building Столько всего находится внутри здания, that you cannot see from the что outside. снаружи ты увидеть не можешь. It's just a big building. Снаружи это всего лишь большое здание, But inside, а внутри so many rooms, столько комнат, so many different things going on. столько всего происходит внутри. Even now, while I'm talking to you, Даже сейчас, вот пока я здесь с вами говорю, there may be people downstairs там наверняка люди внизу doing many different things. делают много разных дел. All this is going on И все это происходит in one big building. в одном большом здании. That is how you need to think of spiritual warfare. Именно так нужно воспринимать духовную войну, духовную битву. You look at an individual, Ты смотришь на человека, and all you see is a body. и все, что ты видишь, это тело. Nose, eyes, ears, Нос, глаза, уши, arms and legs. руки, ноги. But that is really all you see. Но это, в принципе, все, что ты способен увидеть. When you look at the outside of a body, Когда ты смотришь снаружи на тело, you have no idea what's going on in the ты mind. ведь не можешь даже понять, представить себе, что происходит у него в разуме в это самое время. But just like this building, Но точно так же, как в здании, there are many different places inside the mind. внутри разума человека есть много разных мест. Many different rooms inside the mind. Внутри разума много разных комнат. And in each of those rooms, И в каждой из этих комнат, just like this building, точно так же, как в здании, different things are going on. происходят различные вещи. One room might be thinking one thing. Одна комната может думать о чем-то одном, In another room are different feelings and в thoughts. другой комнате есть другие чувства, другие мысли. So when you look at this building, И поэтому, когда смотришь на здание,
you realize that it's more than just four walls. Ты понимаешь, что здание это не просто 4 стены. And when you minister to a person, И когда ты служишь человеку, there is more than what the eye first sees. есть намного больше, чем твои глаза могут увидеть. And it's inside this mind, И именно внутри разума, inside the soul of the person, внутри души человека where so many things are taking place. происходит много всего. And when you're doing spiritual И warfare, когда ты ведешь духовную войну, there's so many different places the enemy can hide. есть много различных мест, где может прятаться враг. So many different compartments. Много различных отделов. I'm sure you have seen this diagram before. Я уверен, что вы эту картинку раньше видели. In fact, I think Pastor Mike told me he did this. И пастор Майк мне сказал, что он об этом учил. But let me draw the diagram Но again. позвольте мне снова нарисовать ее. It's the basic body, soul, and spirit diagram. Это, такая базовая диаграмма дух, душа и тело. You have a spirit Есть дух, which belongs to Christ который принадлежит Христу, when you know him as your Lord and когда Savior. ты знаешь его как своего Господа и Спасителя. No demon can ever get into that spirit. Никакой демон не может проникнуть в эту сферу, в твой дух. So when people say to me И когда люди мне говорят, that a Christian cannot have a demon, что у христианина не может быть демон, не может быть бес, I can agree with them. я могу с этим согласиться. If we're talking about the spirit. Если мы говорим о духе человека. For a demon cannot enter into your spirit Потому что демон не может войти в твой дух, once the spirit has become born again. если дух у тебя рожден свыше. But you also have a physical Но у body. тебя ведь также есть физическое тело, And most important, you have a soul. и самое главное, у тебя есть душа. Now we know that Satan can attack the body with sickness and disease. He can. He can. Мы знаем, что дьявол может атаковать тело человека посредством болезни и физической немощи. So your body is vulnerable to the attack of Satan. Поэтому тело человека уязвимо для атак дьявола. And for this, you need physical healing. Для этого, чтобы с этими атаками справиться, человеку необходимо физическое исцеление. If the attack in your body is the result of a demon, Если атака на тело происходит в результате, по причине присутствия демона, you need to be delivered from that demon. тогда нужно человеку получить освобождение от этого демона. As long as the demon is there, И пока демон находится там, the disease attached to the demon болезнь, связанная с этим демоном, will continue to torment and afflict you. будут продолжать человеку причинять вред. But let's talk about the soul for a Давайте moment. поговорим о душе. This is the soul. Это душа. Now the soul consists of many things. Душа состоит из многих вещей, многих составляющих. Your thoughts, what you think. Мысли – это что-то, то, о чем ты думаешь. What you feel. Чувства. Что ты чувствуешь. The kind of emotions that you have. Эмоции, которые есть у тебя. So thoughts, feelings, emotion Мысли, чувства, эмоции. are all part of the soul. Это все часть души. Now, part of the soul does have the Holy Spirit. Часть души имеет Духа Святого. То есть в части души находится Дух Святой. But how much of your soul and your mind belongs to Christ Но насколько сильно, насколько много, твоя душа и твой разум наполнен Христом, that depends on how much you have surrendered to the Lord. это зависит, насколько ты отдал себя, подчинил себя Господу.
We sometimes call this sanctification or growing in grace. Иногда мы называем эти вещи освящением человека или возрастанием в благодати. Our goal in the Christian life Цель нашей христианской жизни is to have as much of the soul surrendered to God as possible. это подчинить, отдать Богу как можно больше нашей души. So that what you think, Чтобы то, о чем ты думаешь, what you feel, то, что ты чувствуешь, the emotions that you express и эмоции, которые ты проявляешь, will be centered on Christ. они бы были сосредоточены на Христе. В центре бы этих всех вещей находился Христос. But it is possible Но возможно to be a Christian, быть христианином, to have the Spirit born again, иметь возрожденный дух, and parts of the soul not yet surrendered to Christ. но часть твоей души еще не подчинена Христу. So let's talk about those rooms in the soul. Давайте поговорим сейчас об этих комнатках твоей души. These are the many different rooms inside the soul. Вот это разные комнатки твоей души. And different emotions can dwell in those different rooms. И в этих комнатках могут жить различные эмоции. So it is possible Поэтому возможно to be a Christian быть христианином, and to have anger living in one of those rooms. а в одной из комнат твоей души продолжает жить гнев. To have bitterness living in one of those rooms. Или в одной комнате живет горечь. Or to have rejection living in one of those rooms. Или в какой-то из комнат может жить отвержение. Now that doesn't mean this is a demon. Что это? It isn't a demon. Это не означает, что это демон, что это духовный нечистый дух. It may be a thought, Это может быть мысль, a feeling, это может быть or чувство emotion. или эмоция. But if you allow those feelings to stay there, Но если ты позволяешь этим вещам оставаться там, в твоей душе, then Satan can move into that room. тогда дьявол может заехать в эту комнатку. Now, we have taught you before, Мы уже раньше вас учили, sometimes those rooms actually form personalities. что иногда эти комнаты души начинают формировать и определять личность человека. Which is where we get the concept of multiple personalities. Именно из этого мы получили такую концепцию, как множественная душа. And this is very common with people who have demons. И это очень распространено у людей, у которых есть бесы. So one of those personalities may be there because of abuse. И какая-то из этих личностей может сформироваться из-за насилия, которое человек пережил. A personality may be there because of some terrible trauma. Или такая личность может формироваться по причине какого-то травматического события, которое с человеком случилось. A personality may be there because of hurt. Или какая-то боль. Человек пережил боль, и это повлияло на его душу. So these parts of the soul Эти части души, can be an actual personality, это могут быть действительные, настоящие личности, a personality that you develop личности, которые формируются у тебя, to hold on to that bad thought. И для того, чтобы держаться за эти плохие мысли, That bad feeling or emotion. За эти плохие чувства или эмоции. Feelings and emotions. Feelings is what you feel towards yourself and emotions that you express. Yes. Понимаете разницу между чувствами и эмоциями, да? Чувство — это то, что ты чувствуешь, ну, как бы, то, что ты переживаешь, когда тебе делают, а эмоции — то, что ты проявляешь по отношению, ну, как бы, наружу. So it could be just a thought, feeling, or emotion. То есть это может быть либо мысль, то, что у тебя в душе, либо мысль, чувство или эмоция, Or it could be an actual personality или you've это может created. быть реальная личность, которая у тебя в душе живет. And that
personality is like a room in the building. И эта личность, это как комната в здании. And in that room, И в этой комнате, created in the mind, которая сформировалась в разуме, may dwell a demon, может жить демон, a feeling, thought, or emotion. или могут жить мысль, чувство или эмоция. So when you minister to someone, Or combination of them, no? or accommodation. Или даже сочетание их. So when you minister to И поэтому, someone, когда ты служишь человеку в освобождении, this is what you are trying to determine. вот что тебе нужно стараться определить. That's why you take notes. Именно для этого мы записываем все, что происходит в процессе. That's why you ask lots of questions. Именно поэтому нужно задавать человеку много вопросов. What about the demons? The demons cannot attack this, the spirit. Что касается демонов, нечистых духов, они не могут атаковать дух человека, They can attack the body, они могут атаковать тело, but usually they attack the soul. но обычно демоны атакуют душу. Do they attack the part of the soul that is surrendered to Christ? Атакуют ли они ту часть души, которую человек отдал Иисусу Христу? Нет. Нет. They attack the weak part of the soul. Они атакуют слабые части души. So a demon can be hiding in these many rooms. И поэтому демон может прятаться в какой-то из этих комнат. There may be more than one demon. И демонов может быть больше, чем один. Can one be in different one? Generally, one demon will be in one room. Обычно один демон в одной комнате один демон. Because if the demon is anger, Потому что если демон это гнев, he lives where the anger он is. будет жить там, где гнев. If the demon is rejection, Если демон отвержение, he lives in that room of your mind where rejection is. то он будет жить в той комнате, в твоем разуме, где у тебя живет отвержение. Just like in this building. Точно так же, как в этом здании. If you go to the toilet, Если ты пойдешь в туалет, it's not the same as going to the kitchen. в туалете не так, как на кухне. You are there for different reasons. А? You are there for different reasons. В кафе и в туалет ты идешь по разным причинам, с разной целью. So demons are there for different reasons. Поэтому демоны в человеке, они тоже по разным причинам и с разной целью. Now, when I divide soul and spirit, Когда я разделяю душу и дух, here's what I'm doing. вот что я делаю. This is something the Lord showed to me many, many years ago. Это то, что Господь показал мне много-много лет назад. And I teach it because it's so powerful. И я учу этому, потому что это так хорошо работает. It really works. На самом деле работает. This is what Hebrews 4:12 says. Вот что сказано в послании евреям, 4 глава, 12 стих. The word of God is powerful. Слово Божье у нас написано живо, а там написано имеет силу. It is sharper than a sword, И оно острее меча, with two edges to it. обоюдоострого, у которого обе грани заточены. And it divides soul and spirit, И оно, Божье Слово, разделяет душу и дух. and the joint and marrow of the bone. И, как там действует сейчас, до разделения составов и мозгов. So it divides even the bone. Оно даже кости может разделить. Составы это кости. And the marrow inside the И bone даже мозги, о которых говорится, это костный мозг, оно даже вот это может разделить. and that's where the blood is. А это костный мозг, это то, где кровь. Now I didn't used to do that part Я эту часть не делал. until a demon said to me one time, До тех пор, пока один демон мне не сказал. I'm hiding. Он говорит, а я прячусь. I'm hiding in the bone, Я прячусь в кости. in the marrow of the Он bone. говорит, я прячусь в костном мозге. I said, why are you in the marrow of the Я bone? говорю, а что, почему ты там? Think about this for a minute. Подумайте об этом. Does anybody know why? Знаете ли вы почему? Why? Почему?
Because blood is there. The soul of a... And why is the blood important? А почему кровь? Yeah, because the soul is in the blood. Yeah, the marrow produces blood and the soul is in the blood. And what else is in the blood? Что еще в крови? Life, DNA. Yes, yes. No. The curses. The DNA, the curses, all that stuff's in the ДНК, blood. проклятие, все это в крови. So when you divide soul and spirit, Поэтому, когда ты разделяешь душу и дух, you're setting the spirit aside. ты как бы убираешь дух в сторону, So you don't confuse things. И чтобы ты не перепутал одно с другим. It's like focusing a light. Это как ты как бы фокусируешь свет. Shining a light on the part you really want to look Как at. ты освещаешь именно ту часть человека, на которую ты хочешь повнимательнее посмотреть. So when you are ministering deliverance, И поэтому, когда ты служишь в освобождении, this is where you want to shine the light. именно вот сюда нужно светить. On the rooms inside the soul. На комнаты внутри души человека. Now, what's inside that soul may be very well organized. А то, что внутри души человека, может быть очень хорошо организовано. When Satan gets inside the soul of a person, Когда дьявол проникает в душу человека, he creates a complex organization. он создает очень сложно организованную структуру. The Bible talks about the complexity of this organization. Библия говорит о сложности его организации. Let's look first of all at Ephesians chapter 6. Давайте сначала откроем послание Ефесянам 6 главу. And as we look at Ephesians chapter 6, we'll begin at verse 10. И мы будем читать с 10 стиха. Be strong in the Lord and in the power of his might. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. And put on the whole armor of God, Облекитесь во всеоружие Божье, that you may be able to stand against the attacks of the devil. чтобы вы могли устоять против козней дьявольских. So when you put on the armor of И God, поэтому, когда ты одеваешь на себя Божье оружие, you prepare for battle. ты готовишься к сражению. By the way, that's something I do every morning. И, в принципе, это то, что я делаю каждое утро. Now the Bible goes on to say this. Библия говорит нам следующее, We do not wrestle and fight against flesh and blood. что мы не сражаемся с кровью и с плотью. So our fight is not with natural things. И поэтому мы воюем не с тем, что мы видим физически, But we fight against principalities, но мы сражаемся с against начальством, powers, с властями, and against the rulers of darkness. мы сражаемся против мироправителей тьмы века сего. There are three things that are named there. Здесь мы читаем о трех вещах, Principalities, значит, начальство, powers, власти and the rulers of darkness. и мироправители тьмы. Turn over to the book of Colossians, Давайте откроем послание к Колоссянам, first chapter. 1 глава, We begin in verse 16. и почитаем с 16 стиха. All things were created by him. «Ибо им создано все, In heaven and earth, что на земле, что на небесах и что на земле, visible and invisible, видимое и невидимое, whether thrones, начальство, престолы ли, dominions, господство ли, principalities, or powers. начальство ли, власти ли». So now we find several different ways that Satan И organizes теперь himself. мы увидим, есть несколько способов, несколько различных путей, которым дьявол организует свою систему. Both Ephesians and Colossians В обоих местах, и в Филиппийцам, и в Колоссянам, talk about principalities and power. они говорят о начальствах и властях. Ephesians adds to that thrones and dominions. Colossians.
No, Ephesians. I mean, yes, Colossians. Послание к Колоссянам добавляются престолы и господство. Ephesians adds rulers of darkness. А послание Ефесянам еще прибавляет к этому общему мироправителей тьмы. So taking those two passages of И scripture, поэтому, взяв вот эти два места Писания, there are at least 5 areas in which Satan organizes himself. мы можем отметить как минимум 5 сфер, в которых дьявол, как дьявол организует всю свою схему. So we're going to erase this now and talk about what goes on in this soul. И поэтому сейчас мы это сотрем и поговорим о том, что в душе человека бывает. I will keep that diagram there. Эту схему я оставлю. And we'll just work with this side of the board. И будем на этой части доски работать. So here is what we've learned. Значит, вот что мы узнали. In the kingdom of Satan, В царстве сатаны there is a high degree of organization. is what? High degree of organization. Очень структурированная организация. Principalities, Значит, начальство, powers, власти, rulers, мироправители. rulers of darkness of this world, Правители напишу, чтобы там and правители. there are thrones, Потом есть еще престолы. and there are dominions. Спасибо, что подсказали. И господство. There actually are more categories, Фактически этих категорий больше. but these are the ones we're going to talk about right now. Но мы сейчас будем говорить именно об этих. So not only does Satan have many rooms in the mind, Не только дьявол устраивает много различных комнат в разуме человека, the evil spirits that may dwell in those rooms чтобы нечистые духи могли там жить. can be very different kinds of evil spirits. Но бывают различные типы нечистых духов. Now, in a moment, we'll make it even more complicated. Через минуту мы эту всю систему еще усложним. Because all the many kinds of demons Потому что всевозможные виды демонов, dwelling in the many rooms of the mind, живущие в различных помещениях ума, разума человека, have different ways of organizing у themselves. них, у каждого есть различные способы своей организации. They may organize themselves in this way. Они могут организовать себя таким образом. Kingdoms. Царство. A kingdom represents many demons grouped together. Царство представляет большое количество демонов, собранных воедино. Sometimes they are arranged together in various types of historic religions.